Сегодня гвоздика, молотая или цельная, найдется практически на каждой кухне. А ведь когда-то эта пряность была атрибутом роскоши. Гвоздика – это высохшие не раскрывшиеся бутоны тропического дерева из рода миртовых. Испокон веков жгучие пряности с неповторимым ароматом находили применение в кулинарии, медицине, парфюмерии и даже в эзотерических обрядах. Давайте разберемся, за что так ценится эта специя, почему нам следует чаще включать ее в свой рацион и какую пользу или вред здоровью может принести гвоздика. История появления гвоздики. Родиной гвоздики принято считать Малукские острова. Свое название пряность получила благодаря характерной форме. На латыни оно звучит как клавос, что в переводе означает гвоздь. Специя известна человечеству уже как минимум 2,5 тысячи лет. В Китае, например, она использовалась в качестве освежителя дыхания. Существовало даже такое правило – перед приемом у императора прожевать несколько бутонов гвоздики, чтобы нейтрализовать возможный неприятный запах изо рта. Состав и калорийность гвоздики. Бутончики гвоздичного дерева могут похвастаться большим количеством витаминов и биоактивных веществ. Это витамины А, Е, С, К, группы В, а также минералы – магний, калий, натрий, цинк, медь, железо и эфирные масла. Однако специалисты обращают внимание, поскольку мы используем в пищу не более 2 или 5 цветочков, рассматривать гвоздику в качестве единственного источника витаминов и минералов не стоит. Помимо этого, бутоны гвоздики содержат эфирное масло, 20%, пищевые волокна, гликозиды, слизи, жировые и дубильные вещества. Калорийность гвоздики на 100 граммов – 274 килокалории, белки – 6 граммов, жиры – 13 граммов, углеводы – 31,5 грамма. Польза гвоздики. Приправа оказывает положительный эффект на все системы организма. Обладает бактерицидными свойствами, борется с грибками и вирусами, выводит токсины, нормализует работу нервной системы. Имеет выраженное обезболивающее и спазмолитическое действие. Витамин С в составе гвоздики способствует повышению иммунитета и укреплению стенок кровеносных сосудов и хрящевой ткани. Витамин К налаживает функцию кроветворения, а также работу печени, желчного пузыря и почек. Витамины В6 улучшает память и контролирует уровень глюкозы в крови, что особенно важно при сахарном диабете. Польза гвоздики для женщин. Гвоздика издревле применялась при лечении гинекологических заболеваний. Специя восстанавливает менструальный цикл, нивелирует симптомы климакса, облегчает предменструальный синдром. Помимо этого, гвоздика прекрасно гармонизирует эмоциональную сферу. Но беременным женщинам от пряности придется отказаться. Приправа стимулирует тонус матки и в экстремальных случаях может стать причиной выкидыша или преждевременных родов. Польза гвоздики для мужчин. Сильной половине человечества пряность также будет полезна. Она относится к природным афродизиакам, улучшает потенцию и является отличным средством для профилактики простатита. Гвоздика снимает напряжение с мышц и стабилизирует давление, поэтому ее влияние на организм будет особенно благотворным после физических нагрузок. Польза гвоздики для детей. Гастроэнтерологи предупреждают, детям до 3 лет, особенно строго, до 2 лет, гвоздика противопоказана. Пряность может вызывать аллергию. А вот детям более старшего возраста специя будет полезна своими иммуномодулирующими свойствами и противопаразитарным эффектом. Вред гвоздики. Гвоздика может способствовать повышению артериального давления, по этой причине ее не рекомендуют употреблять в пищу людям с гипертонией и серьезными нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Нежелательна приправа и во время менструации, так как активные вещества в ее составе разжижают кровь, что может привести к усилению кровотечения. Людям с проблемами пищеварения нужно с осторожностью использовать эту специю. Применение гвоздики в медицине. Гвоздика востребована в народной медицине. Она считается эффективной при расстройствах ЖКТ, панкреатите, сахарном диабете, воспалениях в ротовой полости, кожных высыпаниях и других проблемах. В большинстве стран гвоздичное эфирное масло
используют при производстве лекарств, при изготовлении обезболивающих, противопростудных средств. Широкое распространение масла получило в стоматологии как компонент временных пломб. Потенциал этой пряности исследуют ученые по всему миру. Эфирное масло гвоздики на 70% состоит из эвгенола. Уже известно, что он эффективен при циррозе печени. Эвгенол обладает противовоспалительными свойствами и защищает печень от разрушения. Также он доказал свою эффективность в борьбе с остеопорозом. Кроме того, эвгенол обладает противомикробным эффектом и является мощным антиоксидантом, то есть избавляет организм от свободных радикалов, которые являются основными виновниками раковых опухолей. Также хорошо исследована способность эфирного масла гвоздики гармонизировать психоэмоциональное состояние и стимулировать умственную деятельность человека, особенно в юном возрасте. В 2021 году ученые из Шанхайского университета обнаружили в соцветиях гвоздичного дерева вещества, подавляющие штаммы SARS-CoV-2. Оказалось, что в гвоздике содержатся ранее неизвестные науке пектины, которые замедляют образование болезнетворных частиц и блокируют ферменты, важные для размножения коронавируса. Как выбрать и хранить гвоздику? Хорошая гвоздика отличается красновато-коричневым цветом. Ее бутон должен быть слегка маслянистым. Если бутончик сухой, сморщенный и ломкий, значит пряность хранится уже давно. Это не означает, что употребление ее в пищу нанесет вред здоровью. Просто такая специя не будет отличаться ярко выраженным вкусом и ароматом, за которые, собственно, и ценится. Качество гвоздики определяется наличием в ней эфирного масла. Оно сосредоточено в основании черешка. Есть надежный способ проверить, насколько специя пригодна в пищу. Опустить ее в стакан с водой. Если гвоздика плавает в горизонтальном положении, то покупать ее уже не стоит, а если вертикально, шляпкой вверх, значит масла в ней еще достаточно. Другой способ выявить качество специи – раздавить бутон между двумя листами бумаги. Маслянистое пятно будет указывать на свежесть продукта. Покупать гвоздику лучше в целом, а не в перемолотом виде. Перемолотая гвоздика быстрее портится и начинает горчить. Срок годности пряности в целом виде – 1 год, а в измельченном – 6 месяцев. Гвоздика хорошо впитывает посторонние запахи и передает свой аромат другим продуктам, поэтому хранить специю рекомендуется изолированно в темном и сухом месте, в плотно закрытой емкости. Популярные вопросы и ответы. Можно ли жевать сушеную гвоздику? Да, и это вполне обыденная практика для народов Востока, в частности Китая и Индии, где гвоздика уже давно и с успехом применяется при лечении многих недугов. Считается, что пережевывание одного бутончика гвоздики в течение 1 или 2 минут улучшает пищеварение, избавляет от неприятного запаха изо рта, помогает при стоматите и воспалении десен. Можно ли есть гвоздику каждый день? Можно, если использовать пряность в меру. Рекомендуемая суточная доза – 2,3 бутона или 100 и 500 мг порошка. Можно ли употреблять гвоздику в пищу во время диеты? Употребление в пищу гвоздики во время диеты не только разрешается, но и рекомендуется. Эта пряность способна ускорять обмен веществ, а значит будет способствовать похудению.